Всем творческий привет, меня зовут Виктория. Сегодня покажу, как сделать удобный и красивый органайзер для школы. Если вы любите канцелярию, то вам точно понравится. Кстати, не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, тогда не пропустишь ни одного нового мастер-класса. И пиши в комментариях, что ты уже подготовила к новому учебному году. Я вырезала детали из обычной почтовой коробки. Размер детали 18 см на 23 см. Центральная часть 23 в высоту и в ширину 2 см. Склеиваю детали между собой и между центральной частью и боковыми сторонами оставляю примерно 5 мм расстояния. С одной стороны обклею обычной офисной бумагой, уплотним конструкцию, с другой стороны приклеиваю кусочек из ткани. Итак, теперь можно выбрать красивую ткань и обтягивать нашу обложку. Ткань клею на клей-момент, тогда точно будет все крепко держаться. Внутри также нужно приклеить 2 листа из плотной бумаги. Можно взять скраб-бумагу. Беру бумагу для черчения и вырезаю 2 прямоугольника, размер 17 см на 22 см. Вклею эти листы внутрь. Основа у нас готова, будем делать блокнот. Можно взять готовый, если у вас есть. Беру обычную офисную бумагу, складываю листы пополам и взяла несколько листов из розовой бумаги для того, чтобы блокнот был немножко повеселее. На свой блокнот я взяла 23 листа из офисной бумаги. Теперь нужно все это склеить. Клей-момент здесь нам поможет. Оставляю на 6 часов просохнуть, можно оставить на ночь. Когда блокнот у нас просох, можно сделать обложку. Я вырезаю из скраб-бумаги детали, которые по размеру подходят к нашему блокноту. Розовый лист 18 см на 21 см. Заднюю сторону блокнота будем приклеивать к органайзеру, поэтому я взяла обычный картон, все равно его будет не видно. Деталь из картона 15 см на 21 см. Сгибаю розовый лист бумаги, отступаю от края бумаги 15 см, делаю линию сгиба. И еще отступаю 1 см, снова линия сгиба. Этот 1 см у нас уйдет на корешок. Можно вклеить блок страниц уже в обложку бумажную. И теперь украшаю эту обложку. Я выбрала такие вот макароны. Они, по-моему, очень мило смотрятся и подходят к нашей бумаге. Внутри органайзера я приклею несколько блоков для записей. У меня большой желтый блок и маленький белый с рисунками. Просто приклеиваю их на момент. Приклеиваю бумажный карман для закладок. У меня есть такой набор закладок на пластиковой основе. Я просто вставляю его в карман, и теперь закладки будут всегда под рукой. На одном из разворотов остается вверху место. Я сделаю там конверт для каких-то заметок или наклеек. Для конверта нам нужна заготовка из скраб-бумаги 16 см в ширину и 17 см в высоту. Отступая 7 см, делаю линию сгиба, снова 7 см, и остается 3 см для того, чтобы закрывался наш конверт. Обрежу конверт нужным образом и теперь его склеиваю. Закрываться он будет на такой вот элемент бумажный, это цветок. Решила уплотнить эту деталь, приклеиваю к плотной бумаге белой и вырезаю. Теперь в этом конверте можно будет прятать наклейки. Конверт отправляется на свое место, приклеиваю его в органайзер. Приклеиваю блокнот, который мы заранее уже сделали. Остается сделать крепление для ручки. Отрезала небольшой кусок резинки эластичной и приклеиваю его к органайзеру при помощи обычной бумаги плотной. В ширину он примерно 1 см. И завязываю резинку. Примеряю, чтобы туда помещалась легко ручка. Органайзер внутри полностью готов, остается оформить обложку. В обложке я размещаю вот такую милую картинку, она мне очень понравилась, вдохновляет и подходит по цвету к ткани нашей обложки. Также добавлю красивую надпись. Органайзер полностью готов, он мне безумно нравится, надеюсь, что вам тоже мастер-класс понравился и вы по нему создадите уже свой органайзер. Подписывайтесь, будет впереди много мастер-классов. Поддержите меня пальчиком вверх, мне будет приятно. И если вы сделали органайзер по этому мастер-классу, то делитесь фотографиями в соцсетях. Мой ник в Instagram BookRice. Также можно добавлять фотографии в группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения. Пока-пока.